Я предлагаю вначале, как обычно, обменяться оперативной информацией. Ну и начнем с Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось. Уважаемый Владимир Владимирович, система школьного образования к новому учебному году готова. Под председательством Дмитрия Николаевича мы провели селектор со всеми регионами. Все плановые мероприятия завершены в срок. Отдельно уделили внимание подготовке к 1 сентября приграничным регионам и воссоединенным с Россией регионам. В приоритете меры безопасности. Всего за парты сядут почти 18 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклашек. Откроются 43 новые школы. После капитального ремонта возобновлят работу 670 школ, 41 детский садик и 22 колледжа. Ваши поручения по строительству и капитальному ремонту исполняются в срок, даже с опережением. Вы ставили задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше, 1677. А это более 1 миллиона новых мест для наших школьников. Из важных тенденций по итогам ЕГЭ прошлого учебного года отмечается значительный рост сдающих профильную математику на 12%, физику на 10%, химию, биологию, информатику. Также в среднем порядка 6% больше ребят выбрали эти предметы. Мы дальше будем поддерживать интерес к естественно-научным предметам. И правительственный план по развитию естественно-научного образования мы перевыполняем. 1 сентября вступит в силу наш приказ о единых федеральных программах. Этим же приказом синхронизировали программы обучения и задания экзаменов, основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. Об этом вы говорили в послании, ваше поручение исполнено. Этим же приказом мы ввели календарно-поурочное планирование, четко закрепили, сколько часов отводить на изучение того или иного предмета по тому или иному классу. Также систематизирована нагрузка на школьников, время на проверочные и контрольные работы. Данные требования согласованы с Роспотребнадзором. В предстоящем учебном году формируем дальше систему воспитания, то, о чем мы говорили, уже начиная с детских садов. Но здесь мы действуем, очень аккуратно. Выбрали 20 пилотных регионов, вместе с психологами, педагогами отработаем все подходы, чтобы потом уже дальше распространять на всю страну. Выполнили ваше поручение и расширили список по внеклассному чтению для школьников произведениями патриотического содержания. А также утвердили список отечественных фильмов для внеклассного и семейного просмотра. В список литературы, в частности, включили произведения о специальной военной операции, такие книги, как Олега Роя «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества» и другие. С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории. Вы встречались с авторами учебника. И с 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания. Поэтому запланирована переподготовка учителей. Далее мы совершенствуем систему оплаты труда педагогов, это на особом контроле. И хочу отметить повышение престижа педагогического образования. Уважаемый Владимир Владимирович, в позапрошлом году 10 человек на место конкурс было, в этом 12 человек на место на педагогические специальности. Такого конкурса даже в советское время не было. И в завершение, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте сказать о блестящих результатах наших звездочках, о нашей гордости. В нынешнем году сборные команды страны приняли участие в 6 международных олимпиадах. По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых. Мы видим, что победители не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Татарстана, Башкирии, Московской, Челябинской областей, Новосибирской, Самарской, Кировской, Калининградской, Приморья, Алтайского края. За этими успехами большой труд педагогов, поддержка родителей, а главное усилие и стремление к знаниям. И говоря об уникальности наших ребят, приведу яркий пример. Иван Часовских из города Химки Московской области стал абсолютным победителем математической олимпиады в Австралии, лучшим в мире, набрав максимально возможные баллы. Так вот, проводили эксперимент прямо на олимпиаде, и задачи решал искусственный интеллект. Так вот, наш школьник Иван набрал максимальные 42 балла, а искусственный интеллект всего 13.
Владимир Иванович, позвольте предложить организовать вашу встречу с победителями. Ребята об этом мечтают. И, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить учителей, педагогов за работу и поздравить всех с началом нового учебного года. Скоро будет это. Начало учебного года, и слава богу. Нас съезд как прошел? Да, Владимир Владимирович, я тут как раз хотел вас проинформировать. Это было поистине историческое событие, потому что первый съезд был в 1925 году, 100 лет назад. В наш век это был первый Всероссийский педагогический съезд. Он собрал более 1500 экспертов, педагогов. Там Андрей Александрович Фурсенко по вашему поручению зачитал ваши приветствия. И слова, которые всем откликнулись очень хорошо, то, что вы сказали, обязательно нужно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. И вот как раз в этом направлении была организована выставка в Всероссийском центре «Россия», которая была посвящена всем историческим этапам развития. И там в конце уже квинтэссенцией были основные моменты новой стратегии, которая по вашему поручению сейчас обсуждается буквально всей страной. Даже там ее называют Конституцией в сфере образования. Она вся собрана на основе всех предложений, которые пришли от педагогов, от российского сообщества. Вот все, как вы учили, обратной связи, мы все собрали. И у Михаила Владимировича на стратсессиях все это обсудили. И как мы договаривались, на основе этих всех материалов подготовлен документ, мы его с администрацией президента с Андреем Александровичем доработаем, с тем, чтобы ко Дню Учителя подготовить проект вашего указа о утверждении этого текста. И еще буквально одно слово по патриотическому воспитанию, о чем Сергей Сергеевич сказал. Так вот, с прошлого года у нас введены ставки советника директора по воспитанию, и мы видим очень серьезный эффект от этого мероприятия. 83% наших ребят хотят жить и работать в России. Это, если смотреть к 2022 году, на 11 процентных пунктов повысилось. Это точный результат этой работы. 97% ребят гордятся, что они живут в нашей стране. Там прирост еще больше, более 37 процентных пунктов. То есть мы видим хороший результат реализации этого проекта. И министр доложил о готовности системы общего и профессионального образования к новому учебному году. Но что касается высшего образования, у нас в этом году 5 миллионов студентов пойдут в 1200 вузов по всей стране. И самые популярные направления выровнялось сейчас: инженерная, медицинские, педагогика. Сейчас подали около 4 миллионов заявлений, и причем более 80% уже через портал госуслуг поступления в ВУЗ онлайн. В этом году особое внимание по вашему поручению уделяли вузам в приграничных и новых регионах. И ключевая сейчас, конечно, задача подготовить инфраструктуру вузов к новому учебному году. И к осени планируется к вводу в эксплуатацию 573 объекта системы высшего образования, где закончен капремонт. И активно реализуется по вашему поручению беспрецедентных по масштабам инвестиций в инфраструктуру образования. Это ваш проект кампуса мирового уровня. У нас 25 отобраны, до 40 мы еще будем до конца года отберем. Уже начинают сдаваться кампусы. Вот как раз на днях мы открываем учебный корпус кампуса Новосибирского государственного университета. В Нижнем Новгороде 18 корпусов, в которые входят IT-кампус Неймар. Они как раз будут использоваться для слета Всемирного фестиваля молодежи, как наследие вот вашего фестиваля, который был в Сочи. Почему я про это говорю, что у нас по вашему поручению в 2026 году в Красноярске пройдет уже международный фестиваль молодежи, который будет на базе Красноярского государственного университета, и как раз эту инфраструктуру как наследие будет использовать кампус. Спасибо. Отлично. У нас летний туристический сезон заканчивается. Как вы оцениваете это? Ну и, конечно, несколько слов о новой системе классификации гостиниц. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, у нас в летний туристический сезон, вот с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 миллионов поездок по стране. Это рост плюс 8% к прошлому году. Ну и вот по маю-июню, там статистика за июнь сейчас вот где-то подойдет, мы видим, что было 16,5 миллионов плюс 10%. То есть в общем и целом мы на эти цифры выходим, и это такой очень хороший рост. В лидерах по популярности у нас традиционно Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, конечно же, Черноморское побережье, Крым плюс 11%, ну, несмотря на некоторые трудности с транспортом, мы понимаем. Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и тоже ограниченную работу аэропортов, также показывает рост, то есть небольшой, но рост.
Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике сейчас улучшит цифры как раз вот к концу сезона, июль-август, сентябрь. Впечатляющий рост турпоездок показывает Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области. Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы. У нас вот июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ну, то есть такой ощутимый. Прилично, 18%. Прилично, да. И это в первую очередь связано с теми мерами, которые при вашей прямой поддержке были приняты по упрощению визового режима. Вот эти все наши встречи с нашими зарубежными коллегами и наши решения, да, они все привели к тому, что у нас увеличивается еще и число прямых рейсов с дружественными странами, помимо визового облегчения. Ну а также есть программа продвижения российского туризма Discover Russia за рубежом, которую мы в прошлом году запустили. Это все вот дает эти эффекты. В полном объеме заработали и меры обновленного отраслевого национального проекта по поддержке туризма. В этом году при вашей поддержке правительством принято решение увеличить лимиты программы льготного кредитования. И на сегодняшний момент у нас 78 тысяч номеров находятся либо уже в стройке, либо в проектировании. Это 347 новых отелей, из которых 28 на 5 тысяч номеров уже введены. Мы понимаем, что они сейчас по нарастающей будут идти. Более того, у нас также развиваются крупные инвестиционные проекты, связанные с новыми точками привлечения. В том числе у нас 21 аквапарк сейчас в работе. Я имею в виду реальные инвестиционные проекты, где банки приняли решения, которые мы поддерживаем. 16 горнолыжных комплексов и 4 парка развлечений. То есть мы параллельно еще создаем такую мощную отрасль новую. В активную фазу вступает проект «5 морей и озеро Байкал». Мы его дополнили проектом в Балаклаве и уже приступили к созданию инфраструктуры в Дагестане и Бурятии. То есть у нас проектная часть заканчивается, самая такая сложная. И вот все больше и больше сейчас входим в стройку. Регионам распределены единая субсидия, а также средства на создание модульных гостиниц. Тоже программа себя зарекомендовала. Развивая номерной фонд, мы также занимаемся и вопросами качества туристических услуг, при этом как в новых, так и в действующих гостиницах. Для этого как раз запущена реформа классификации средств размещения. Задача, чтобы все, кто принимает туристов, у нас соответствовали установленным в законе требованиям, и подтверждением этого является включение их в реестр, единый реестр по стране классифицированных средств размещения. Вести его поручено Росаккредитации, ну и именно на основе этого реестра уже будут работать все туристические агрегаторы, там, системы бронирования и так далее. То есть это такая будет проверка реальная. В чем отличие новой системы классификации? Раньше ее проходили только гостиницы. Сейчас классификацию также должны пройти базы отдыха, кемпинги, глэмпинги. Ну, сейчас много очень новых форм размещения, они все туда включены. Также санаторий. Но санаторий включается в новый реестр автоматически после получения медицинской лицензии, чтобы второй раз никуда не бегать, мы сразу включаем. Сама процедура теперь тоже изменилась, она состоит из двух этапов. Первый этап – это самостоятельная оценка, когда все средства размещения сами вносят о себе информацию в реестр. Это обязательный этап, который нужно завершить до 1 сентября. При этом процедура максимально простая, бесплатно. Нужно просто авторизоваться в системе на сайте Росаккредитации, заполнить информацию о количестве номеров, инфраструктуре и услугах и подтвердить эти данные фотографии. Пройти, сфотографировать номера. После минимальной технической проверки эта информация опубликуется в реестре. Все. Бизнес подтверждает, что процедура понятная и быстрая. К примеру, отель до 100 номеров проходит ее за час. Ну, то есть тут особо. Да. Вот. Второй этап обязателен только если средства размещения претендуют на получение так называемых звезд. Ну, то есть хочет заявить какой-то там повышенный уровень обслуживания и так далее. Для этого бизнес уже должен привлекать специальные организации по классификации. В прошлом году мы повысили к таким организациям требования, ввели персональную ответственность экспертов за присвоение звезд. Ну, чтобы уйти от этих липовых бумаг, так сказать. Вот, значит, сделали так, чтобы оценке можно было доверять. А также мы и требования уточнили, вот к новым средствам размещения требования установили, гостиницы унифицировали и добавили требования, связанных с маломобильными группами населения, с тем, чтобы у нас уже все современно было. С начала года уже почти 18 тысяч средств размещения прошли самооценку, причем около 6 тысяч из них это новые объекты. Либо это вновь построенные объекты, либо вот 3,5 тысячи это те, кто вышли из тени. То есть мы тем самым легализовали еще отрасль. По данным Росаккредитации у нас на сегодняшний момент остается порядка четверти средств размещения из старых реестров, из старых списков, которые не прошли процедуру самооценки. Мы понимаем, что может быть не для всех из них это актуально, потому что кто-то на ремонте скрывается и поэтому там не торопится, кто-то может быть и в целом изменил профиль деятельности.
Но со всеми остальными участниками мы работаем на постоянной основе. Участникам рынка, регионам все лето мы направляли пошаговые инструкции, проводили вебинары в режиме 24/7, функционируют также колл-центры и центры технической поддержки. И вот активность, конечно, возросла. Если у нас в конце июля 1500 заявок в неделю, значит, то сейчас уже более 5000. Поэтому наш призыв, осталось несколько дней, вот, но все-таки средством размещения прийти, пройти эти процедуры. Среди регионов-лидеров по прохождению самооценки Запорожская, Магаданская, Новгородская область, Псковская область, Республика Алтай. Там уже свыше 90, то есть, ну, молодцы прям. Есть ряд регионов, которым нужно ускориться, но все они знают, эти регионы, губернатор буквально сегодня с утра написали смс-ки, как бы все четко понимают, сколько, куда, как, то есть все взяли на контроль, поэтому думаю, что мы справимся, но бизнесу важно понимать, что если не пройти самооценку до 1 сентября, то в реестре классификации появится запись «приостановлен», а значит не будет возможности тур-агрегаторам их представить в своих системах и, соответственно, забронировать. Ну, то есть бизнес это понимает. Вот, регионы также будут проверять, кто работает без классификации. Мы им дали требования, чтобы, ну, как бы, требования были одни ко всему рынку, чтобы никто не избегал этого. Вот. Но, конечно, на первом этапе предписания, разъяснения, но 6 сентября появится возможность в том числе и накладывать штрафы, но это не самоцель, это такой крайняя мера. Вот, поэтому еще раз, как бы, в связи с тем, что крайний срок близок, призываю всех управляющих и владельцев гостиниц, баз отдыха, кемпингов, ну, максимально, кто не прошел, еще быстро пройти эту процедуру. Спасибо за внимание. Хорошо. Вот, надеюсь, вас услышат те, кого это касается. У нас вторая часть лета достаточно жаркая была. И редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения. Как у нас вело себя сетевое хозяйство и генерация? Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, которое вы дали по итогам прохождения пиковых летних нагрузок прошлого года, был выполнен целый ряд мероприятий совместно со всеми заинтересованными лицами. Во-первых, помимо осенне-зимнего периода, подготовки к нему, мы теперь ввели еще весенне-летний период, потому что это теперь жизненно необходимо. В рамках этого весенне-летнего периода у нас были выполнены следующие мероприятия. Проведены дополнительные обследования всего сетевого хозяйства, в том числе с использованием тепловизоров, по результатам которых выполнены внеплановое техническое обслуживание и ремонт энергооборудования. Исключено проведение ремонтных работ как раз в период этих пиковых нагрузок, чтобы вся мощность поступала для экономики. На объектах жизнеобеспечения размещен дополнительный запас резервных источников, мобильных источников электроэнергии. Внедрены электронные системы моделирования аварийных ситуаций. СТСО, системообразующие территориальные сетевые организации, которые в прошлом году по вашему поручению введены законом, вместе с регионами проведено тестирование различных режимов работы распределительных сетей. И в том числе подготовлен план действий в случае аварийного выхода той или иной программы строя. Увеличено участие возобновляемых источников электроэнергии в выработке электроэнергии в пиковые часы. С начала этого года в очередной раз зафиксированы пиковые нагрузки. В этот осенне-зимний период пиковые нагрузки были больше, чем в прошлом летнем периоде, а сейчас в этот летний период больше, чем в зимний период. У нас постоянно идет рост пиковых нагрузок. В энергосистеме Юга постоянно рост на 1%, а в энергосистеме Востока плюс 5%. При рекордных нагрузках, связанных с аномальной жарой, где среднесуточная температура достигала 28 градусов и высокой туристической активностью, 30 июля в энергосистеме Юга был очередной максимум 21 245 мегаватт. Он превысил летние показатели прошлого и зимнего периода. Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла эти пиковые нагрузки, выдержала их, и население, и наша промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, связанных с прохождением этих пиковых нагрузок, и продолжала работать в штатном режиме. В регионах с опережающим ростом спроса ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году, до конца года, мы планируем ввести 1 гигаватт 600 мегаватт новых мощностей. Это большей частью будет связано с возобновляемыми источниками электроэнергии. В основном это будет в Ростовской области, в Кубани, в Крыму и на Дальнем Востоке.
В 2025-2027 годах утвержден план модернизации ключевых сетевых узлов, включено строительство распределенных подстанций, резервных линий и внедрение энергоаккумулирующих систем мощностью 100 мегаватт. Это до конца этого года 100 мегаватт в Крыму и 250 мегаватт в Краснодарском крае. Стоимость киловатт-часа на протяжении всего жизненного цикла является теперь для нас главным параметром. Это наша ответственность перед всеми будущими поколениями. Нам очень важно, по какой стоимости киловатт-часа мы передадим это нашим детям и внукам, ради которых мы сейчас работаем. Минэнерго реализует системный комплекс мер по оптимизации стоимости производства и передачи электроэнергии. А именно, формируется новая нормативно-правовая база, внедряются единые стандарты, типовые проектные и типовые технические решения. Современные модели управления в организации строительства, новые отраслевые финансовые инструменты, отраслевой заказ на оборудование и на инновации. И отраслевой заказ совместно с Минпромторгом мы формируем уже не на 1, не на 2 года, а детально на одну шестилетку, менее детально на вторую шестилетку и на третью шестилетку как подходы. То есть пробуем создать на 18 лет, на 3 шестилетки вперед. Также механизмы досрочного договора поставки мощности, целевое финансирование якорными потребителями и регуляторные соглашения для развития магистральных сетей. Главная цель – обеспечить прозрачность и управляемость ценообразования на каждом этапе жизненного цикла объектов электроэнергетики. Любое наше технологическое решение или управленческое решение, мы теперь смотрим, как оно отражается в дальнейшем на стоимости киловатт-часа, и, исходя из этого, принимаем решение. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что энергетическая система России демонстрирует готовность к прохождению всех пиковых нагрузок, и наши жители, наша промышленность может быть уверена, что мы в полном объеме обеспечим прохождение этих пиковых нагрузок, и никакого ущерба для работы и для отдыха наших людей не будет. Подготовка к зиме у нас идет так, как положено по плану. А сейчас мы уже, да, вовсю, пройдя летний период, мы так делаем, когда мы проходим зимний период, мы уже формируем летний период. Сейчас мы проходили летний период, полностью формируем зимний период, то есть с сентября месяца мы уже войдем в программу зимнего периода. По поводу нас проектов, Антон Георгиевич, все по плану, Владимир Владимирович, действительно, сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие 3 года. Наш основной приоритет – это обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачи в указах. Для реализации национальных целей развития предусмотрено необходимое ассигнование для финансирования национальных проектов. Мы сейчас активно ведем работу вместе с министерствами и ведомствами по выверке тех бюджетных ассигнований, которые необходимы для выполнения тех показателей национальных проектов, которые будут обеспечивать выполнение национальных целей развития. Бюджет мы рассмотрим в правительстве в середине сентября месяца. Сейчас готовим предложение по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами с тем, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет такая очень активная работа с ведомствами. Так что все задачи выполним с точки зрения финансового обеспечения. Спасибо. У нас все время идет дискуссия по поводу среди экспертов, в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики. Как у нас? Владимирович, ну, по результатам прошедших месяцев, если говорить про обрабатывающую промышленность, рост составил 4,2%. У нас достаточно сдержанный оптимизм относительно результатов по году, потому что еще есть время для корректировки. Мы давали в начале года
прогноз 2,5-3% по обработке. Пока будем сохраняться на этом уровне. Имею в виду то, что основной драйвер сегодня по результатам роста – это транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и, конечно же, оборонно-промышленный комплекс. Исходя из того, что Центральный банк сейчас постепенно снижает ключевую ставку, для бюджета это дает каждый 1% экономию около 200 миллиардов рублей. И имея в виду то, что эти деньги будут направляться в том числе то, что сейчас Антон Германович доложил на цели национальных проектов по приоритетным направлениям для поддержания темпа развития задач, по которым вы нам ставили. Ну а по мере дальнейшего снижения, я думаю, что это будет ускорять собственный рост и будет обеспечивать восстановительную такую тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности. Ну, рост промышленного производства вы прогнозируете на уровне? Обрабатывающей промышленности. Именно обрабатывающей на уровне около 3%, а по промышленности это несколько будет меньше, там около 2%. По крайней мере, это совпадает у нас с Минэкономразвития показателем. Да, пожалуйста. Да, действительно, мы сейчас очень плотно взаимодействуем с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие 3 года и денежно-кредитной политики. Поскольку мы видим, что сбалансированный бюджет, мы готовим бюджет в соответствии с бюджетным правилом, будет являться основанием для Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики. И действительно, если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста, тем не менее, будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития в текущем году, то сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку по тому, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики, соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономического развития. Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста, но в целом, разумеется, такой